Привет, друзья! Меня зовут Александр Зильбер. Сегодня мы находимся в Праге, и я снова встретился с командой Адаманта. Привет, ребят! Привет, Привет. Паша, расскажи, пожалуйста, какие обновления произошли с тех пор, как мы встретились последний раз весной? Прошло уже полгода с нашей последней встречи, и несмотря на всю сложную обстановку вокруг технологий блокчейн, криптовалюты и всего этого сообщества, наша команда развивается. Мы интегрировали довольно большое количество запланированных сервисов и двигаемся вперед. Закрыли ICO и готовимся к тому, чтобы залиститься на биржах. Окей, Леш, расскажи, какой вы функционал добавили? Мы реализовали очень много обновлений. На мой взгляд, самым важным из них было это интеграция криптокошелька. Мы реализовали поддержку эфира и Binance Coin. Это заметил и руководитель Binance, и сделал твит об этом. Это очень здорово. Дим, ты как ведущий разработчик, расскажи, пожалуйста, как вы работаете над еще более мощной децентрализацией приложения? Ну смотри, Саша, мы подошли с этой точки зрения того, что для полноценной децентрализации нужно концентрироваться на комьюнити, на сообществе людей. Поэтому в первую очередь мы пытаемся построить социальное взаимодействие вокруг проекта. То есть нововведение различного функционала проходит через систему АИПСов, предложений, напоминающих чем-то РФЦ для интернета. То есть любой человек может предложить желаемый функционал после обсуждения и создания спецификации, они будут реализованы в клиентах конкретно. Таким образом, если в какой-то момент кому-то потребуется новый клиент, и он не будет устраивать основной, он может спокойно написать свою реализацию, как серверной, так и клиентской части, например. И это позволит улучшить децентрализацию. Также мы работаем над тем, чтобы исправить некоторые недоработки, которые есть у классической системы DPoS, которую мы позаимствовали у Лиска. Некоторые минусы в этом в том, что, например, если у одного человека достаточно много токенов, он мог голосовать только за тех, кого хотел, сколько угодно раз. То есть, грубо говоря, у него есть 1 000 000 токенов, он поднимает голоса только своим делегатам и получает сеть под контролем. Потому что, несмотря на то, что атака 51% в случае DPoS сложнее, аналогичные возможны, в принципе. Мы пошли к этому с точки зрения более честного DPoS. Количество отдаваемых, вес голоса делится на то, сколько голосов ты отдал. Если ты проголосовал за 1000 человек, твои голоса стоят гораздо меньше, чем. Таким образом, мы боремся с концентрацией власти в одних руках. Кроме того, это мотивирует новых участников подключаться к форжингу. Также мы полностью считаем, что для развития проекта все решения должны быть открытыми. Мы выкладываем все в open source, все наши наработки. Сейчас мы закончили с интеграцией эфира в кошелек, и при этом у нас есть собственная нода, которая возвращает список транзакций по любому кошельку с индексатором и так далее. То есть, так как сама нода эфира требует достаточно много времени для получения, например, списка транзакций по конкретному адресу, можно было бы завязаться на какие-нибудь публичные существующие службы типа Scan, но проблема в том, что они закрыты, и мы не знаем, что именно они делают. И опять же, мы не можем никак гарантировать, что они будут предоставлять. Поэтому мы сейчас будем выкладывать на наш GitHub все инструкции и код для того, чтобы каждый мог спокойно поднять свою ноду эфира, предоставить ей доступ и использовать ее внутри нашего мессенджера. То есть не нужно будет полагаться на чужие ноды? То есть, да, мы считаем, что весь путь должен идти по принципу, если человек хочет, он должен иметь возможность полностью отделиться. То есть полностью построить всю свою систему и доверять ей целиком, каждому узлу, проверить его. Потому что, да, есть доверие к разработчикам, есть доверие к самой системе, но все равно всегда возможность поставить все у себя для кого-то важна. И это истинная децентрализация, которая помогает.
Насколько я знаю, у вас уже существует рабочая версия на iOS. Как у вас обстоят дела с разработкой на Android? Мобильные приложения – это очень важная часть мессенджеров традиционно, для того, чтобы пользователи могли удобно общаться. Несмотря на то, что у нас есть универсальное веб-приложение, которое мы также будем поддерживать, мы работаем и над iOS-версией, и над Android-версией. iOS-версия уже находится в Apple Store. И мы постоянно работаем над ней. Сейчас мы ожидаем выход поддержки передачи эфиров и листов в iOS-версии. Ну и многие другие наработки. Что касательно Android-приложения, у нас уже есть бета-версия, которая доступна для скачивания в виде APK, но она пока еще не готова для того, чтобы выйти в Google Play. Я думаю, что мы это сделаем к концу года. Также у нас сейчас в планах версии для десктоп-систем. То есть Windows, macOS, Linux. У нас возникли некоторые проблемы с Linux-сборкой, но в принципе мы их разрешили, и теперь скоро мы наверняка опубликуем их. Ну, насколько я понимаю, такая разработка достаточно масштабная, и насколько у вас хорошо подготовлена команда, у вас прибавились, может быть, новые разработчики? Да, действительно, команда – это основное, что у нас есть, и люди добавляются. Мы выросли вдвое с предыдущего записи видео. Мы смогли сохранить всех специалистов, с которыми начинали, и добавили также лучших сотрудников, которые находятся в разных часовых поясах, поэтому обновление нашего GitHub происходит практически круглосуточно. Больше половины нашей команды – это разработчики. Это очень важно. Сереж, расскажи мне тогда, пожалуйста, как вы организуете работу в таких глобальных масштабах, когда вся команда распределена по всему миру? В нашей команде хорошо поставлена удаленная работа. Периодически мы устраиваем митапы для знакомства с новыми членами команды, чтобы поближе их узнать. Также приглашаем сторонних специалистов для консультаций с ними. И последний митап, сентябрьский митап, мы проводили в Москва-Сити с компанией Defense Group. С экспертами по кибербезопасности мы обсудили вопрос защищенности мессенджера, а также о возможном аудите нашего проекта. Мы постоянно работаем вместе. Мы работаем вместе и по телефону, и через средства коммуникации различные. Но очень важно встретиться вместе, поговорить о том, что мы делаем, зачем мы это делаем, найти совместную идею и получить то самое направление, которое придает нам силу, для того, чтобы мы каждый день работали над этим проектом. Также многие вещи, которые, казалось бы, не совмещены, когда люди собираются вместе, появляются новые идеи, новые способы реализации. Многие проблемные тупики, которые возникли, и которые не могли решаться в рамках отдельных групп, когда собираются все вместе, гораздо проще разрешаются. То есть живое общение, оно даже в современном обществе несет достаточно большой аспект. Главная цель мессенджера On-Demand – это защита личной переписки, именно фокус на приватности. Каким образом вы еще можете подтвердить, что ваш мессенджер самый безопасный среди ныне доступных? Помимо внутреннего аудита и наших контактов с экспертами этой области, мы сейчас проводим конкурс на 40 эфиров по выявлению уязвимости в нашем продукте. И хотим, чтобы большое количество людей подключалось к этому вопросу. И Только вместе мы можем сделать мессенджер защищенным. Да, только вместе с вами. Ребят, какие у вас сейчас планы на будущее? Думаю, самый критичный вопрос, который всех интересует, когда выход на биржу? В настоящее время вопрос с листингом стоит остро во всем криптосообществе. По статистике EcoDrops 95% проектов, которые проводили ICO, сейчас убыточные. То есть их токены на бирже стоят дешевле, чем люди их покупали на этапе ICO.
Это происходит по простой причине. То, что люди тупо следуют родмапу. То есть они пообещали своим инвесторам залиститься, бездумно следуют родмапу и проводят листинг на удобные биржи. Удобный значит дешевый, значит Быстро. ну, Готов скажем принять так, кого угодно. цель залиститься выполняется, может быть выполнена и бесплатно. Вопрос, что будет дальше? Сможет ли аудитория, которая желает продать токены, встретить аудиторию, которая хочет купить токены? И это все дело не нарушит токеномику. Дальше цена уходит в ад. Дальше цена уходит в ад, и оттуда ей возвращаться уже сложно, потому что у проекта недостаточно Реально финансирования. невозможно. Да, если посмотреть текущую статистику по токенам, по CoinMarketCap, то тенденция отмечается одна. В ад. Причина проста, потому что у большинства проектов нет никакого реального применения. Вся их экономика, вся их применимость, она надумана. Построена на спекуляциях. При этом после того, как мы получили падение курса биткоина после прошлого пика, в итоге экономика всех завязанных на это проектов, которые предполагали просто постоянный рост, и это была единственная возможность для них, обрушилась. Например, если у вас есть проект, который предполагает, что вы будете получать деньги, пока количество пользователей увеличивается каждый месяц в 2 раза, у вас все хорошо в начале, в первый месяц, во второй, год, пока. А потом вдруг появляется, что вы не можете увеличивать дальше количество пользователей. Их просто не существует в таком количестве. И все. Мы же концентрируемся на определенной аудитории, достаточно небольшой в целом. Мы не претендуем нашим мессенджерам на мировое господство. Мы не собираемся занимать нишу WhatsApp. У нас есть определенные цели, которые и для тех людей, цели которые совпадают с нашими, наш продукт подойдет. Но мы не собираемся переманивать всех. Нам не нужен огромный рост аудитории. Для нас это наоборот вредно. Это обесценивает нас. Ну, как Паша в прошлый раз и говорил, что Messenger on Demand, он, собственно, не для всех, а только для людей, которые больше всего заинтересованы в безопасности своей переписки. Хорошо, какие у вас сейчас есть планы на реализацию реального use case Адаманта? Адамант — это целая платформа для передачи сообщений. Причем она обладает уникальными особенностями и преимуществами над другими. Мы хотим... Сейчас на одном из митапов мы пришли к идее реализовать на основе Адаманта двухфакторную авторизацию. Еще мы считаем очень важным партнерство с другими компаниями, с другими проектами, поэтому мы открыто приглашаем к сотрудничеству. Пишите нам. Это может быть сотрудничество не только в плане поддержки вашего токена для хранения и передачи в Адаманте, это может быть какие-то другие интересные совместные решения, поскольку новые технологии развиваются только совместно. Каким вы видите будущее блокчейн-мессенджеров? Блокчейн — это только одна из технологий, которая используется для передачи сообщений. У людей всегда была потребность общаться. Если изначально было только личное общение, потом люди начали использовать почтовых голубей и посредников для того, чтобы передавать свои сообщения. Бумажку в бутылку, ее там отправили, тоже анонимно. Со временем технологии развиваются. Потом было придумано радио, интернет. Сейчас на основе интернета много технологий, которые позволяют обмениваться сообщениями, то есть общаться уже в новом качестве. Блокчейн — это только одна из технологий, которая позволяет это делать. Что будет в будущем, никто не знает. Но мы каждый день работаем над тем, чтобы преимущество блокчейна внести в среду обмена сообщениями и получить именно тот результат, которого не было раньше, и качественное, и количество. Окей. Ребят, спасибо за ответы, достаточно исчерпывающие. Пользуйтесь Адамантом, присоединяйтесь к нам и берегите свои данные. До скорой встречи. Спасибо. Спасибо.